Вот и состоялось первое оперативное обновление для eFootball 2026. Если, конечно, мы не учитываем предыдущий четверг, когда eFootball 2026 и обновление до версии 5.0.0 только-только у нас появились. Сегодня же первое такое вот, знаете, оперативное обновление в рамках сезона 25-26. Контента пока что все еще немного, учитывая, что как таковой интересной кампании у нас не имеется, но все-таки контент у нас какой-никакой, но появился. Поэтому давайте обсудим его поподробнее. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов. И что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Новый эпический пак, который посвящен итальянским защитникам, примечателен по двум фактам, как мне кажется. Во-первых, это дебют Леонардо Бонуччи и Йота Нагатомо. И если японец, скажем так, нас не сильно интересует, то вот Леонардо Бонуччи стал приятной неожиданностью. По сути, все то же самое, как и с Джорджо Chiellini, который появлялся где-то, вот знаете, зимой и в начале весны, если я ничего не путаю. Причем также неожиданно итальянец залетает с двух ног в игру, причем с хорошей моделькой, которая не просто возвращается, а возвращается со своими татуировками, то есть есть права даже на изображение на руках самого футболиста. По новоиспеченной тенденции Бонуччи и Костакурта получают по 2 донатных навыка, причем Бонуччи становится не только, знаете, таким добротным защитником, но, судя по всему, еще и распасовывающим, потому что цифры пасов у него, в принципе, высокие, что не характерно для центрбэков, и один из его навыков как раз-таки связан с пасами. Как я упоминал в одном из предыдущих роликов, Костакурта крайне редко появлялся у нас в игре, по сути, одно бесплатное появление за круг почета и одно донатное появление в рамках прошлой части. И вот теперь его третье появление, причем с отличительной моделькой, в бытность еще молодым, играя за Милан, тогда как предыдущие две модельки были, по-моему, одного и того же возраста, уже великовозрастные, то это молодая версия. Не знаю, сможет ли эта моделька чем-то удивить, потому что и предыдущие две карточки приятно удивляли игроков. Стойкая моделька и очень хорошие цифры, как для флангового защитника, так и для центрбэка, если его перекачивать под эту позицию. Первая команда недели в сезоне 25-26 приятно так удивляет, потому что представлены игроки с хорошими цифрами, с хорошими модельками и, естественно, присутствуют дебютанты. Конечно же, самые такие, знаете, интересные карточки представлены на главном экране, связанном с данным паком. Это Ямаль, Рейнджерс и Икитике. Наверное, самый главный вопрос, который волнует игроков, насколько сильно отличается эта карточка из команды недели Ламина Ямаля от его карточки за 1700 монет. На самом деле, различий между ними не так уж и много. По сути, опять же, разброс цифр, он одинаковый, в принципе, как и у всех предыдущих карточек, разве что карточка за 1700 монет в большинстве скиллов превосходит вот эту более актуальную карточку там на 1-2 пункта. Также в пользу амбассадорской карточки можно сказать, что ей можно накинуть дополнительные навыки, и она гарантированно вам может выпасть за ваши монеты. Тогда как карточка из команды недели не факт, что еще появится в вашем составе, учитывая ограниченность попыток на этот пак. Какие-то невероятные цифры нарисовали Давиду Рае, причем если бы у него был рост намного выше, чем есть на самом деле, то, наверное, это была бы, знаете, такая скрытая мета из числа игроков команды недели, потому что цифры, особенно для команды недели, достаточно высокие, что касается голкипера. Это вот что-то на уровне тех самых раздаваемых карточек, наподобие Витора Бая, Икера Касильеса и так далее. Ну и первый пак селекции в этом сезоне посвящен игрокам английской премьер-лиги. В большинстве своем здесь все знакомые нам лица. Кайл Уокер, который вернулся в АПЛ, очередная карточка Собослая, и что меня отдельно позабавило, Кай Хаверц и Леви Колвилл. Если я не ошибаюсь, то Колвилл, точно так же, как и Кай Хаверц, получили травмы и вылетели на приличный такой срок. Это означает, что их физическая форма вообще никак не будет меняться. Но при этом их можно выловить в данном вот скромном наборе.
Ну и по традиции нам стали известны игроки, которые появятся в понедельничном паке. На сей раз это будут не эпики, а шоутаймовские игроки. И вот если честно, я удивляюсь Konami, потому что у нас имеется столько разных футболистов из различных чемпионатов, различных национальностей. И вместо того, чтобы добавлять в подобные паки новые лица, они пихают игроков, которые мало того, что и без того в большинстве паков появляются, так они уже были в шоутаймовских паках. Речь идет, конечно же, про Эрлинга Холланда и Митому, тогда как Лукаку вроде бы не так часто фигурирует в паках, а в шоутаймовском наборе его, по-моему, и не было вовсе. Но факт остается фактом, в понедельник мы увидим шоутаймовский пак с нападающими, двое игроков из которого подходят под актуальный линк-ап, их можно будет использовать с одним из менеджеров, но лично моей претензии по части отбора игроков и все тех же самых знакомых лиц, причем в рамках тех же самых паков, это все еще не отменяет. Зачем в очередной раз пихать Холланда, Митому, я откровенно не понимаю. Как будто бы других игроков у нас не имеется. Если вы играете на мобильных устройствах, то, наверное, эта новость не прошла мимо вас, поскольку за несколько дней до оперативного обновления в игре прокатилась волна багов, связанная с вылетами на мобильных версиях. Когда, пытаясь посмотреть состав вашего соперника, вас выбрасывало из игры и вам еще засчитывало техническое поражение. Konami заявляют, что вроде как они уже работают над исправлением этой ошибки, некоторым игрокам уже обнуляют рейтинги в дивизионах, но вроде бы перманентно не банят. Но при всем этом, даже после оперативного обновления, судя по всему, вылеты продолжаются, поэтому если вы играете на мобильных устройствах, да и на всех остальных платформах, будьте аккуратны, потому что бага-юзеры все еще пытаются, использовать данный просчет со стороны Konami. Ну и вот такой вот выдался у нас первый четверг в рамках eFootball 2026, в рамках сезона 25-26. Ваше мнение по всему увиденному я буду ждать в комментариях под этим роликом. Что вы думаете насчет дебюта Бонуччи, насчет очередной карточки команды недели Ламина Ямаля и обо всем остальном также не забывайте делиться в комментариях. Поддерживайте это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на этот канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем приятной игры и до скорых встреч!